Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами ассорти из 7 сортов пасты. И будем мы их пробовать с пиленым Белгородом. Так, давайте я вам расскажу, какие пасты сегодня будут на обзоре. Посередине, значит, это бархат. Сюда попал маленький кусочек аметиста, думаю, вкус не испортит. Арахис, лазурит, вера, аметист, Туркестан белый 2 и коксоль. Так, давайте приступать. Берем пиленый Белгород и начнем по кругу. Давайте начнем с арахиса. Арахис очень быстро растворяется, очень хорошо, не капризный. Не сильно прилипает, прям очень. И быстро его впитывает. Вот такая прелесть. Давайте пробовать. Сначала погрызу, потом буду описывать. Белгород сухой сорт. Он не дает сильно залипать. Такой с крупинкой до конца. И не перебивает вкус. Вот из-за этого я и выбрала Белгород, чтобы продегустировать пасты. Вот сейчас я его не достану. Смотрите, как прилип. Ай, замараю руки. Такая конфетка у нас получилась. Итак, что касается арахиса. Я заливала сорта теплой водой. И вот арахис, он потерял яркий вкус свой в пасте. Он стал водянистый. Легкая пыль, легкий вкус разнотравия. И вот водянистый, как будто потерял вкус. На троечку с плюсом, так сказать. Так, следующий у нас. Это у нас лазурит. Он уже не так растворился, как арахис. Но запах стоит бомбический. Мокрой земли после дождя. Смотрите, сколько пыли от Белгорода летит. Также погрызем, я пишу. Лазурит.
Итак, лазурит. Лазурит свой вкус не потерял в пасте, он наоборот стал ярче, и появилась нота сырости, сырого подвала. 5 с плюсом однозначно. Классная. Такая, знаете, влажная пыль, влажная земля. Вкус мокрого леса после дождя. Лазуриту однозначно 5 с плюсом. Следующая у нас Вера. Вера тоже очень быстро растворилась. Она такая, знаете, погуще будет, чем лазурит. Она как в пасте, она очень похожа на Астану. Очень похожа на Астану. Когда из Астаны пасту делаешь, вот так же. Давайте пробовать. Вера. Вот видите, она даже очень плохо садится на мелок, так сказать. Ну, тяжело ее набрать. Вот такая конфетка. Вера в пасте очень такая тягучая, плохо пристает к сухому мелу. И она, да, она в пасте похожа на Астану. Подлипает, но вкус у нее остался ее же прежний. Чувствуется вкус свежести, вкус побелочки, вкус мокрого мела, вкус мокрой земли. Тоже однозначно 5 с плюсом от меня. Классная. Это были 3 башкирских сорта. Аметист. Наш любимый аметист. Орский сорт. Тоже растворяется очень быстро. Прям очень. Смотрите, как летит пыль. Вот такая конфетка у нас получается. Он как прилипает хорошо. Прям впитывается моментально. Видео будет слегка грязненьким, но это паста. Вот такая вот, смотрите, какая конфетка получилась. Как красивая.
Что касается аметиста, пока из 4 это мой фаворит. Вкус придорожной пыли после дождя. Слегка земельный, слегка травянистый. Очень классный, не скрипит. Очень классная паста с аметиста, и она хорошо, так сказать, прилипает к сухим сортам. Пока аметист на первом месте, лазурит на втором. Туркестан белый 2. Туркестан белый 2. Очень хорошо растворяется. Такой жиденький. Очень хорошо прилипает. Итак, Туркестан белый 2 для меня наравне с аметистом. Вообще не залипает. Абсолютно. Если башкирский прилипает, Вера самая залипучая. Она даже с Белгородом она прилипает. Туркестан белый 2 и аметист, они вообще не залипучие. И у Туркестана белого 2 вкус остался его же, только добавилась нотка сырости, мокрой пыли. Туркестан, как по мне, его не спутаешь ни в сухом виде, ни в мокром, ни в пасте. Вот у него вот есть свой вкус, который ни с чем не перепутаешь. Классно. Так что на первом месте у меня пока аметист и Туркестан белый 2. Как соль. Тоже очень хорошо растворяется. Такая она полужиденькая. Вот такая конфетка.
Так, как соль. Также не потеряла свой вкус. Солененькая. Такая нежно-солененькая. Вкус мокрой пыли, влажной земли и слегка разнотравия. Вот у нее еще есть специфическая такая нотка. Ее тоже не спутаешь ни с чем. Знаете, такая... Даже как вам объяснить-то? Такая свежесть. Иногда, я скажу так, иногда как соль отдает голубой узбечкой. Вот у них что-то вот общее есть. Очень интересный сорт. Так, и остался у нас с вами бархат. Это тоже башкирский сорт. Бархат по структуре очень пластилинчатый. Может быть, воды мало добавила, но похож на Веру по структуре. Ну, как получится. Вот такой вот. Он тоже, видите, плохо прилипает. Итак, что по поводу бархата. Скажу так, бархат и Вера мне больше нравится в сухом виде. Она подзалипает так же, как Вера. Вкус прикольный, она очень нежная. Такой вкус сливочный, мокрой земли, мокрой пыли, слегка свежести. Но эти сорта мне больше зашли в сухом виде. Итак, что у нас на первом месте? Аметист Туркестан белый 2, на втором как соль лазурит. Ну, третье место Вера, бархат и арахис. Даже арахис бы я сказала на четвертом месте. Вот такой у нас сегодня с вами обзор получился. Из этого добра мы будем делать печенье в следующем видео. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.